Добрый день! Дыхательная гимнастика Стрельникова. Те упражнения, которые я буду вам показывать сегодня, они пригодятся для каждого. Для малышей, для детей постарше, для взрослых, для женщин, детей, для бабушек и дедушек. Сегодня дыхательная гимнастика Стрельникова. Обо всем, что касается этой гимнастики, можно прочитать на моем сайте dedsерега.com. Дед Серега пишется вместе латинскими буквами. Итак, первое упражнение. Важно правильно делать вдох носом, как будто пахнет гарью или чем-то еще. Вот чем-то, вот зеленью пахнет какими-то непонятными вещами. Посмотрите, как это делаю я. Сильный вдох носом. Плечи на месте, дышу только носом. А сейчас на каждый шаг делаю вдох носом. Посмотрите. Первое упражнение называется погончики. Руки, они свободны, вот так держим, как я. Будем сжимать их в кулачки, сжимаем легко, ну чуть-чуть усилий должно быть, как будто что-то хватаем. И на каждое движение руками делаем вдох носом. Посмотрите. Это упражнение необходимо делать 96 раз. Подчеркиваю, одно упражнение. Методику, как просчитать эти разы, я объясню чуть-чуть позднее. И также она будет видна, если вы захотите более внимательно познакомиться с этой методикой, на моем сайте. Итак, первое упражнение. Руки, которые будут сжиматься, и вдох носом. Сильный, простой вдох носом. Выдох в дыхательной гимнастике Стрельниковой происходит через рот. Непроизвольно. Мы не думаем о выдохе. Мы думаем только о вдохе. Внимание! Каждое упражнение, которое я буду показывать, я буду делать только 16 раз. Подчеркиваю. Общее упражнение необходимо делать 96 раз. Каждое упражнение. А показ будет состоять только из 16. Итак, первое упражнение. 8. 16 раз. Второе упражнение. Вдох носом. Он будет постоянно вдох носом. Это основа гимнастики Стрельникова. Покачивание головой вправо и влево. Посмотрите. Вдох носом. Вдох носом. Итак, 8 раз покачивание головой. Внимание, посмотрите. 8. 8. Расслабляем мышцы шеи, дышим очень спокойно, расслабленно. Нам нравится дышать, но вдох производится только через нос, а выдохе не думаем. Сам придет. Было упражнение вот так головой, сейчас вверх и вниз. Внимание, посмотрите. На каждое движение происходит вдох. Делаю 16 раз. 8. 8. Следующее упражнение. Повороты головы в сторону. Вдох через нос. Внимание. Начали. 8. 8. Следующее упражнение будет немножечко посложнее. Называется оно насос. Берем в руки как бы велосипедный насос и наклоняемся вниз. Посмотрите, как это делают наклон я. И обратно. При наклоне руки примерно положение до вот здесь, до ног. Ну вот такое оно. Посмотрите.
до колен руки. Ниже, вот так, не надо, нет, не обязательно. Здесь важно соблюдать вот это правило. Руки до колен. Посмотрите. Итак, 8 раз. Еще 8 раз. Наверное, вы заметили, что рот у меня не открыт на выдохе. Вдох может происходить и через нос. Мы не думаем о выдохе. Посмотрите. Рот я не открываем, а выдыхаю через нос. Это постепенно придет к вам. Думаем только о вдохе. Следующее упражнение называется оно кошка. Приседаем, поворачиваем и хватаем как бы вот такую мышку. Спасибо, пока все выключим.